Статистика показала, что у нас 80% аудитории — это домохозяйки. Девчонки, сегодня будем жарить гриль. Сегодня мы будем делать перчик красный, желтый, баклажан, цукини, лук-порейдж, мощный гриб, томаты черри, филе лосося, укроп, розмарин, тимьянчик. Мы сделаем соус, сацихи. И на десерт будет банана-сплит. Также я отожму зеленый сок в шнековой соковыжималке. Ребята, второй выпуск Healthy Kitchen. Я Артем Гвоздев. Приступаем. Поехали. Это питерская магия. Когда ты готовишь еду сам для себя, а не ешь ее в ресторане или еще где-то, то ты понимаешь то, что ты ешь. Очень важно осознанно понимать, что ты ешь. Потому что еда несет полезные микроэлементы в организм. Когда ты начинаешь готовить, ты понимаешь, какая еда из чего состоит. Биохимия продуктов. Все продукты имеют цвет. Это визуальное восприятие. Если ты задумаешься об этом, зритель, то поймешь, что помимо визуального восприятия есть еще и назальное восприятие. Ты чувствуешь запах продуктов, есть еще и вкус. Тем самым, когда ты думаешь об этом о всем, ты осознанно понимаешь, что ты делаешь. Это важно. Я воспринимаю глазами, потому что я занимаюсь дизайном 11 лет. И мое позиционирование того, чем я занимаюсь, это мультипотенциальность. Соответственно, я и готовлю, я и дизайнер, я и спортсмен, я и путешественник. Все это в комбо дает мне максимальную осознанность. Много людей меня поддерживают в том, что я делаю. Комментируют, пишут, лайкают, предлагают коллаборации. Говорят: Артем, давай делать вместе, давай готовить вместе полезную еду. Научи нас готовить полезную еду. Говорят, что у них есть компании производственные и хотят взаимодействовать со мной. Это очень здорово. Я очень рад, что я вижу отклик от других людей. Ради этого мы все это и делаем. Каждое утро я начинаю с сока холодного отжима. У меня в моем холодильнике всегда есть ассортимент из зеленых, желтых, красных, ананасов, сельдереев, яблок, киви, лимонов, лайма и так далее. Сегодня мы приготовим шнек из сельдерея, зеленого яблока, киви, лимона и лайма. Этих ребят мы возьмем по половиночке. Они нужны для того, чтобы вот эти ребята не потемнели. Берем сельдерей, режем его на мелкие кусочки. Шнек нужно резать мелкими кусочками, потому что у сельдерея такие волокна, которые могут подзастревать. Собственно, сельдерей среди мужиков, ну и девочек, это вообще должно быть номер один. Я не понимаю тех людей, которые не любят сельдерей. Это ЗОЖ, тройной ЗОЖ. Потому что он содержит хлорофилл, просто его есть так себе. Но если сжать сок с этими всеми ингредиентами, получится очень вкусно и полезно. Будет прилив такой энергии сразу же, в ту же секунду, что просто бамс с утра и побежите на работу. Режем яблочко. Бамс. Это тоже идет шнек. Не стесняемся. С кожурой. Ну, понятно, что у нас в магазинах, чтобы яблоки блестели, обмазывают их воском. Ну, что поделать. Мы же не будем очищать это все. Лучше, конечно, поструктурнее нарезать, но тем не менее. Это творческий процесс, а с утра главное пальцы не порезать, но сок получить. Вы хотите быть твердым, зеленым и полезным? Ешьте яблоки. Логика такая. Я всегда так выбираю продукты. Если я хочу быть кем-то, я его ем. Вот этот зеленый смузи, он очень хорошо ощелачивает организм и восстанавливает pH-баланс. Вообще соки – это детокс. Что значит детокс? Это когда вы очищаете свой организм от токсинов и шлаков. Я экспериментирую. Когда-то я добавляю только сельдерей, яблоко, лимон. Когда-то добавляю киви, лайм,
Бывают еще какие-то зеленые штуки. Здесь фрукты, комбо из фруктов. Это хит. Это мой любимый зеленый смузи, шники, шнаки, шнек. Пошел, пошел. Сельдерейчик. Данная шнековая соковыжималка вращается на очень низких оборотах. Внутри находится керамический шнек, который давит продукт, и он проходит сквозь специальное ситечко. Тем самым в соке остаются все самые полезные микроэлементы, не разрушается структура и остается клетчатка. Вот. Также можно заменить на более широкую сетку, тем самым получив более такой насыщенный сок. Также тут можно выбрать, чтобы сок выжимался сверху, выжимался, и немножко полегче. Добавляем наше киви. Даже не проталкиваем. Эта штука нам не нужна. Все и так хорошо идет. Смотрите, самое главное, что он работает бесшумно. Если хотите, можете ночью проснуться и пожать себе сока. Отсюда вылезает жмых. Если вы делаете, например, морковный сок, получается морковный жмых. И далее его можно использовать для приготовления какой-то выпечки. Например, добавляете муку и делаете печенье. Ну вот, сок готов. Дальше мы берем стакан и тестируем его. Посмотрите, что у нас получилось. Полный стакан хлорофилла, цинка. Кстати, заметочка. Цинк – это строительный элемент для гормона тестостерон. Мужики, вам на заметку. Ну что, приступим. Сначала мы режем овощи. Нарезаем по диагонали такими штучками. Буквально 3-4 бросаем туда. Дальше мы берем вот этот гриб, еринги. Как мы его режем? Я сам себе хозяин, это Healthy Kitchen. Хочу шапку поесть. Отрежем шапку и так и туда и поджарим. Дальше гриб режем по диагонали, слайсами. Лук-порей. Режем мы его кругляшками порядка сантиметра. Если лук-порей резать также по диагонали слайсами, он развалится. Помидорки черри. Смотрите, друзья, помидорки черри на гриль мы кладем целиком, потому что это вода, и их нет смысла резать, они превратятся вот в такое, в кашицу. Поэтому мы их прям так грилем. По поводу мариновки. Это недолгая мариновка, а буквально 5-7 минут. С чесночком, с травами, все перемешаем. Соль, перец по вкусу, оливковое масло. И можно пускать на наш гриль. Баклажанчик. Режем слайсами по диагонали. Перец. Красный перец болгарский. Отрезаем. Мы берем чесночок. Я вам советую, друзья, брать чеснок либо на рынке, либо вот такой большой. Он бывает из Египта или из Китая. Молодой чеснок. Чеснок всему голова. Нажимаем. Раз. Нажимаем. Два. И мелко шинкуем. Добавляем в нашу тару. Руками перемешиваем. Добавляем соль. Гималайская по вкусу. И добавляем перец по вкусу. Перемешиваем. Наш маринад почти готов. Далее мы берем нашу зелень. Розмаринчик. Розмаринчик образно против шерсти. Вот так вот снимаем. Аромат божественный. Тимьянчик мы снимаем по шерсти. Ребята, если вы хотите правильно питаться, вы должны в своем рационе использовать много зеленых растений, овощей, фруктов. Это залог Healthy Kitchen. Здоровой кухни.
Все это перемешиваем. Добавляем чуть-чуть, капельку кунжутного масла для вкуса. Оставляем нашу тару на 8 минут. Ждем, пока замаринуется. Смотрите. Красота. Соус сацихи – это греческий соус на диетический лад в стиле Healthy Kitchen. За основу мы взяли обезжиренный йогурт без вкуса, без запаха, без сахара. Сейчас вы увидите, как быстро за минуту мы его приготовим и научим вас. Разломали чеснок, шинкуем. Добавляем его сюда, чесночок. Берем укроп. Мелко шинкуем. Чуть-чуть перца. И конечный ингредиент – это огурец. Мы его режем и удаляем семена, воду, так сказать. Аккуратненько. И остается у нас стенка. Берем мелкую терку и боком натираем. Бережем пальцы. Этого хватит, чтобы освежить соус и придать ему консистенцию пюрешки. Я никогда не боюсь экспериментировать, потому что готовка – это импровизация, это творчество для меня, а я творческий человек. Когда я готовлю, я самореализуюсь. И приступаем к готовке на гриле лосося и уже наших замариновавшихся овощей. Сейчас мы будем готовить лосось. Лосось богат насыщенными жирными кислотами, омега-3. И он способствует омоложению организма. Когда все готово к термической обработке, мы начинаем выкладывать на наш гриль. Соответственно, цукини, перчик. Какой аромат! Смотрите, мы уже нарезали заранее пергамент для того, чтобы положить на него наш лосось и жарить, чтобы он не прилип к грилю. Вот такой лайфхак. Наши овощи готовы. Теперь мы их выкладываем на тарелочку креативным образом, как эта картина. Аккуратно с луком-пореем, потому что он имеет свойство разваливаться. Далее выкладываем лосось на гриль. Наш лосось готов. Выкладываем его аккуратненько на тарелочку. Не разламывая, аккуратненько. У нас есть вот такие вот хорошие лопаточки. Так как мы его готовили на пергаменте, посмотрите, отлично. Форма сохранилась. Идем аккуратненько. Вот так вот. После того, как мы приготовили нашего лосося на гриле вместе с овощами, мы готовим банана-сплит. Соответственно, за основу мы берем обезжиренный творог. Обезжиренный творог мы добавляем сюда йогурт. Далее цвет и вкус образует клубничка. Ну, сами понимаете, если клубничку смешать с обезжиренным творогом, будет очень вкусно. Добавляем 3 штучки туда. Теперь мы погружаем в блендер.
И все это взбиваем. Берем соусник. И в него аккуратненько лопаточкой накладываем в нашу формочку. Берем банан. Отрезаем у него 2 стороны. Чистим. Делаем ему основу, чтобы он стоял. Разрезаем ему серединочку. Чуть-чуть раскрываем. Добавляем крем. И украшаем. Вот так вот. Креативненько. Фаршируем наш банано-сплит. Спектр фруктов может быть совершенно разным. Украшаем клубничкой. И физалисом. У нас есть подготовленный шоколад. Мы его натираем на крупной терке таким образом. Тем самым у нас получается нежный банано-сплит. Десерт готов. Банано-сплит к вашим услугам. Друзья, вот второй выпуск Healthy Kitchen подошел к концу. Это яркий выпуск. Посмотрите, что мы приготовили. Яркий мячик, яркая картина. Живите ярко, готовьте, экспериментируйте, будьте сами собой. Занимайтесь креативом, создавайте, экспериментируйте. И помните, здоровое питание способствует здоровому образу мысли. Это был я, Артем Гвоздев, и наша программа Healthy Kitchen. Здоровая кухня. Приятного аппетита!